Президент Казахстана уходит в отставку, раскрыли коррупционные схемы Нурсултан Абишевич Назарбаев, первый президент независимого Казахстана, который пришел к власти 24 апреля 1990 года, после чего был переизбран еще несколько раз и в общей сложности пробыл на своем посту почти целых 30 очень долгих лет. В феврале 2019 года вышла шокирующая новость о том, что Конституционный совет Казахстана принял запрос Назарбаева о его преждевременной отставке по собственному желанию, а 19 марта он лично обратился к народу, заявляя о своем уходе, но далеко не окончательном. Что же все это означает на самом деле и как это повлияет на обычных людей? Причины ухода президента в отставку. Многие политологи спорят о причинах неожиданной отставки уже бывшего президента, но большинство из них сходятся в одном: что-то тут нечисто. Может, виной всему действительно уважительный возраст политика, но это как-то уж слишком просто. Учитывая сильный характер президента, слабо верится в то, что он просто захотел тишины и покоя на старости лет. К тому же после своего ухода у Назарбаева активировалось еще больше полномочий, которые позволяют ему оставаться самым влиятельным человеком в стране при любом раскладе. Из-за этого возникает только еще больше вопросов. Самое удивительное в сложившейся ситуации то, что Конституция Казахстана запрещает отставку президента по собственному желанию, но Назарбаеву все же удалось уйти. При здравии и верности президент должен представлять свою страну до самого конца, неся на себе бремя последствий от принятых ранее решений. Как же так получилось, что бывшему президенту удалось буквально выйти сухим из воды? А получилось это только после долгих переговоров с Конституционным советом, который, в конце концов, все же решил, что президент тоже человек, поэтому имеет полное право на свободу труда и выбор своей собственной деятельности или профессии. Кроме этого, было подмечено, что в Конституции Казахстана не существует всего перечня возможных причин, что позволяли бы действующему президенту уйти в отставку. Данная ситуация провоцировала уполномоченных внести поправки в Конституцию, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Но по итогу было решено, что лучше уж будет просто прочитать между строк, как бы странно это ни звучало, предложение, а также в случае досрочного освобождения президента от должности. Пункта 3 статьи 42 Конституции Казахстана и интерпретировать по-своему. Именно таким образом Назарбаева было отпущено в отставку, но только в порядке очень странного исключения. С этого всего выплывает не слишком приятная догадка, что если следующего президента постигнет такое же желание сменить род деятельности, то ему придется сильно попотеть. Ну или же прибегнуть к неофициальным способам своего предшественника, которые вполне могут быть связаны с коррупционной деятельностью. Уже очень давно в сторону Нурсултана Назарбаева прилетает критика за то, что тот создал коррумпированную систему, которая на протяжении многих лет полностью игнорирует все существующие права человека, а также не брезгует преследовать всю возможную политическую конкуренцию и проводить несправедливые выборы, чего уж тут говорить о какой-либо свободе слова. Удивительно, но факт: большинство влиятельных людей в стране – это некие подставные лица в виде родственников, бывших одноклассников и просто близких людей самого Назарбаева. В последние годы в Казахстане значительно ухудшилась экономическая ситуация, что вызывает у народа растущее недовольство. Очевидно, у президента больше не оставалось никаких сил на то, чтобы как-то бороться с этим, поэтому он выбрал самый простой способ из всех существующих – это побег. Куда собрался бежать президент Нурсултан Назарбаев, передал все свои полномочия президента еще 20 марта 2019 года, то есть сразу на следующий день после своего публичного объявления о данном решении. Его пост временно занял Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, который должен был заменять его вплоть до выборов 2020 года. Тот со своей ролью успешно справился, и 9 июня он же на них и победил, хоть в это и мало кто верил, получив официальный статус действующего президента Республики Казахстан. Но все эти официальности и почести лишь на словах. В сравнении с Назарбаевым, Токаева считают в какой-то мере слабохарактерным, что позволяет легко манипулировать его мнением и действиями. Кроме этого, в настоящее время действующий президент не может быть полностью свободным в своих решениях, так как многие полномочия до сих пор принадлежат именно бывшему президенту. Самое обидное во всей этой ситуации, что Токаева подобный факт совершенно никак не колышет. Значит ли это, что многочисленные разговоры критиков – это не просто какие-то себе там домыслы на пустом месте? Выборы снова были куплены.
Неужели действительно все заранее было обговорено и выучено, по заказному сценарию Назарбаева? Политика Токаева уже не раз успела доказать, что тот горячо предан своему предшественнику, и каких-то колоссальных изменений ждать не стоит. Первый же указ свидетельствовал о глубоком уважении к Назарбаеву. Астана стала Нур-Султаном, а те, кто верил в либерализационные изменения, перестали в них верить вовсе. Хотя очень зря, ведь недавно Токаев объявил о борьбе с монополией, а малый и средний бизнес освободил от каких-либо налогов. Может, не так уж черт и страшен, как его привыкли рисовать. На данный момент необычный союз Токаева и Назарбаева показывает только положительные результаты. Сам Назарбаев сейчас занимает место пожизненного главы Совета Безопасности, а также не собирается покидать членство Конституционного совета. Объявляя про свою отставку, бывший президент даже не потрудился как-то скрыть тот факт, что он навсегда останется при власти, сохраняя огромнейшее влияние на всевозможные политические сферы. Свою должность лидера нации Елбасы Нурсултан Абишевич никому не продаст и не отдаст. Иными словами, он от нас никуда не убежит, а мы от него уж точно никуда не денемся. Иностранные СМИ не раз подчеркнули интеллект Назарбаева и его умение просчитывать все до мелочей. По их мнению, мало кому в истории удавалось настолько хорошо окружить себя нужными людьми, незаметно принимать все законы, что позволяли бы оставаться при власти даже тогда, когда на вершине сидит совершенно другой человек. Наверное, это очень хорошо, когда при власти находятся такие влиятельные люди. Вопрос лишь в том, принесет ли это пользу обычным гражданам. Реакция президента России об уходе Назарбаева с поста президента Путин узнал задолго до официального объявления. Сам Нурсултан Абишевич посчитал, что такой жест доверия только еще больше укрепит дружбу между двумя странами. И не ошибся в этом ни разу. Далее президент РФ еще не раз будет упоминать Казахстан как самого близкого союзника всей России. Путин также поблагодарил Назарбаева за всю совместно проделанную работу и выразил надежду на то, что по его уходу в их отношениях будет сохранена все та же идиллия и взаимопонимание. В момент интервью Путин поддержал, тогда уже бывшего, президента в своем решении и не забыл пожелать ему крепкого здоровья и успехов. Кроме того, он добавил, что восхищается такими решительными людьми, которые умеют правильно и вовремя уйти, уступая дорогу молодым и амбициозным личностям. Россия и Казахстан всегда стремились к взаимной интеграции. При Назарбаеве она стабильно поощрялась, поэтому его неправильный подход к своему уходу мог сильно навредить международным отношениям. Но, как мы видим, подход был подобран правильно, а значит, никаких конфликтов между странами в ближайшее время не предусмотрено. При новом президенте Токаеве Россия и Казахстан продолжают свои успешные взаимодействия между собой. На 16-й встрече российских и казахских регионов Путин и Токаев успели обсудить много важных вопросов лично. Россия до сих пор очень заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном и всегда рада созданию новых совместных предприятий. Особенно стоит выделить область образования, в которой активно проходят открытие новых российско-казахских учебных учреждений и обмен студентов во имя поликультурности. Еще одна из тем, что обсудили главы стран на данном мероприятии, это концепция программы приграничного сотрудничества. В целом, все остались довольными, и слова Путина о дальнейшей доброжелательности по отношению к Казахстану после ухода Назарбаева подтвердились не только в теории, но и на практике.